Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и не стесняйтесь, ставьте лайки. Спасибо, мои хорошие. Я считаю, мой канал создан для поддержки, для психологической помощи девочкам, может быть, мужчинам тоже некоторым это важно. В общем, людям, которые в тяжелое, трудное время ищут ответы на вопросы, которые мучают, не дают спокойно жить. Может быть, подсказку какую-то ищут. Мне кажется, очень важно в нужное время, когда кто-то протянет эту руку помощи. Более того, я считаю, я верю, что слово лечит. Обращаю ваше внимание, на нашем канале появилась новинка, да, детище моего прекрасного, замечательного мужа Виталия. Новинка — тесты. Цель этих тестов — вы сами сможете себе помочь, отвечая на вопросы и отслеживая. Благодаря этим вопросам, ответам, вы сможете отслеживать ваше психологическое состояние, причинно-следственную цепочку эту, может быть, зарождение по какой-то проблеме. Вы это сможете более-менее все отслеживать, контролировать, взаимосвязь эту. Помимо вопросов, там в этих тестах есть, содержатся и ответы, и советы. Благодаря этим советам вы сможете как минимум улучшить качество своей жизни, да, по крайней мере, может, кто-то услышит, увидит реальные эти советы и реальный какой-то свет в конце туннеля. Может быть, вас это к чему-то подтолкнет, направит. В общем, цель, в любом случае, цель этих тестов улучшить вашу жизнь, ваше настроение, видение этой жизни, веру в себя поднять. Как-то так, девочки. Искренне надеюсь, что это будет интересно, полезно вам. По крайней мере, для этого эти тесты мы и вводим. По крайней мере, цель этого всего — то, чтобы вы сами смогли себе помочь в трудных ситуациях. Все, на этом все. Тесты эти будут где-то выходить, я так надеюсь, раз в неделю. Посмотрим, насколько это будет востребовано. В любом случае, обратите внимание, да, потратьте 5 минут вашего времени. Может быть, благодаря этим тестам что-то в вашей жизни изменится в лучшую сторону. Итак, тема расклада. Его тайные и явные мысли о вас. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Ой, нет, не вашу, извините. Сигнификацию этого мужчины, на которого вы хотели бы посмотреть этот расклад. То есть посмотрим его, что там, тайные, явные мысли о вас. Подумайте о нем, вспомните его глазки, улыбку, тембр голоса, походку. Какой он, этот мужчина? Вспоминаем. Какой он? Если резонирует, вы его узнаете, значит, смотрим до конца. Один вариант. Какой он, этот мужчина? Какой он? Боже мой. Какой позитивный. Почему-то эта карта часто на вас выходит, уже не знаю. Мужчину покажите мне. Ух ты, ё-моё. Мои хорошие, кого вы мне сегодня привели? Прям, хотел сказать, сердце радуется. Я надеюсь, у этого человека все хорошо. Так, в чем это вот тут-то? Смотрите, что выходит, то выходит, девчонки. Почему-то первое место он мне показывает свой дом. Интересно. Ну, домашний, хорошо, у кого-то семейный. Человек, для которого очень важен этот дом, семья, поддержка, может быть, близких, родных, дом — моя крепость. Может, сейчас у него на первое место выходит дом в плане, может быть, какой-то жилищный момент, назовем это так, может быть, переезд,
покупка дома, у кого-то такое может проиграться, у кого-то ремонт, у кого-то сейчас может, отпуск, много времени в доме проводит. О чем дом это? Интересно, находится-то он дома, девочки, но почему-то показано, что он в доме в этом маску носит. И как это как-то показано, ситуация почему-то тупиковая. Ну, скоробей. При наличии, может быть, ну, человек ценит материалку тут в каком-то таком подтексте, при том, что дом для него важен, стабильность для него очень важна, может быть. Тут даже не то, что атрибуты роскошной жизни, тут в принципе атрибуты какой-то стабильной жизни. Ему очень важно уверенность в завтрашнем дне чувствовать. Ну, отчасти дом, недвижимость, это что же сюда? Но при этом почему он в маске ходит? Потому что в голове, смотрите, что у него, карта Эрос, как будто бы тянет его там куда-то к какой-то женщине, рядом с которой он себя чувствует мужчиной, вот как-то реализованным. И такое состояние ангел и демон, знаете, как то ли, хотел сказать, биполярка, ладно, шучу, не биполярка. Тут у него как будто бы человек в маске ходит, в доме находится в этом, ценит стабильность, этот дом это ценит, но при этом ощущение такое, как в маске ходит, ну это тупиково, сам от себя даже пытается вот скрыть, то, что у него тут раздрай внутри, то, что какое-то желание где-то, мне даже ощущение, что конкретно знает, с кем он хочет быть рядышком, и это все реализовывать. Какие-то тут эротические фантазии, девочки. Но тут дальше, смотрите, еще карта. Вот эта карта, она очень часто на вас выходит, поэтому мне бы, наверное, хотелось это читать, как ваша карта. Муза яркая, вдохновляющая, энергетика такая, харизма, умеете привлекать внимание, умеете где-то фокусировать на себе это внимание, талантливая, красивая женщина, интересная. Хорошо, мне там пишут, прям вы всех красивыми называете. Девочки, это у меня недостаток, да, такой. Мне женщины, вот 99% все красивые, да. Простите уж меня. это не, это задолго до раскладов. Это у меня сформировалось мнение о женщинах. Такое, ну, вот, вижу в каждой красотку привлекательную. Извините, потерпите, да. Переключайтесь на другие каналы, там вам расскажут что-то другое. Так, ладно. Харизма, энергетика. Так тут почему-то у меня такое ощущение, вот даже рядышком с вами вот эти карты, мне кажется, у мужчины вот такое какое-то нежное, трепетное чувство, оно какое-то, тут сексуальный такой подтекст, а тут, девочки, это какие-то такие, какие-то такие трепетные, нежные, какие-то чувства, эмоции, как у подростков, прям желание как будто, может быть, прикоснуться, пройти рядом, вдохнуть вот как аромат ваш. Вот тут такое какое-то, что-то такое на грани, ну, какое-то оно такое, как воздушное, не знаю, как будто бы ощущение такое, что мужчина вас выделяет, ну, явно выделяет вас из других женщин, но при этом вот странное какое-то такое, неплохое, хорошее, но нестандартное какое-то к вам отношение такое чудное. Так, ладно. А тут, я же должна все озвучить, рядом с вами тоже карта паучок, тут плетет эти сети, тут паук и муха запуталась в этой паутине. И рядом идут у меня карты Иерофант и счастье на этого мужчину. Фух, странные карты. Тут я уточнила, на вас эта карта, это о вас карта, вот этого паучка. А для вас это какая-то история, может быть, не буду тут рассказывать, что мужчина негодяй, вы угодили в эти сети какие-то расставленные.
Тут может по-разному, да, кто как будет интерпретировать. Адвокат с чьей стороны будет, да. Если я буду на стороне вас, то буду одну песню петь, и со стороны его, а нейтрально, то вообще третья песня будет. Девочки, почему-то для вас, вот на вас показана карта крест. Мне кажется, история о том, что ну вот пошло что-то не так. Почему-то для вас это печальный опыт. Для вас это карта креста, как будто бы уже что-то произошло, то, чего не переиграть. Уже как, не то, что там какой-то осадочек остался, да, ну, как будто послевкусие такое, идет это раскаяние. Раскаяние не может быть в том, что был дан шанс, а им не воспользовались. Или вы как-то себя повели не так. Или вот тут просто ощущение того, что какой-то вот шанс, как профукан, да, скажу так, лайтово, упущен. А шансы были, допустим, или вы ими неправильно воспользовались, или не время, не место было, или, знаете, такое ощущение, вот как будто бы где-то смирились, ну, значит, моя такая судьба, вот не сложилась, может, в следующей жизни, да, вот как некоторые говорят, ну, все, в этом воплощении, все уже, шансы были использованы, вот это было в моей жизни, это оставим, это как какую-то историю, прямо в голове крутится это, слова этой песни, Крутой, по-моему, и Аллегрова, то есть не сильно молодых, знает это, песню эту, наверное, давай оставим незаконченный роман в парке на скамье, да, там что-то, но я бы не хотела знать агонию любви. Ладно, сейчас я вам, это лирическое отступление. Смысл такой, что тут как-то по этим картам проходит у вас какой-то такой осадок, я же повторюсь, вот как тяжесть на душе от этого всего, вот от этой истории какой-то. Для него, я на него спросила, а у него карта урожая, он как будто бы собирает вот этот урожай. Вот. Может быть, ну, как есть, да, вот. Может, с вами вот то, что случилось, то случилось. А тут как будто бы, девочки, извините, может, будет чуть вам больно это слышать, но по вот этим картам, по его сигнификации, такое ощущение, как будто бы мужчина, ну, где-то учится жить, может, без вас, без привязки к этой истории, которая с вами связана была. Какие-то нежные чувства он к вам. Это нежность. Вот эта карта, вот это какая-то нежность такая вот. Знаете, может, человек сознательно даже старается вот это вот чувство нежности где-то сохранить, культивировать в себе, но при этом не дает этим чувствам разгореться дальше, или не дает себе даже шанса их ну, развивать. И шанса не дает им с вами, ну, вернее, себе и вам, может быть, даже строить что-то новое. Такой, как будто бы у него параллельный какой-то мир. И он в этом мире, он старается быть счастливым. Может быть, повторюсь, если вам это больно, извините, но как будто бы человек старается быть счастливым без вас, учится жить заново где-то. Как-то так, потому что тут карта Иерофант и карта счастья. Это история о том, что все-таки не буду тут ничего на человека наговаривать, прям в кое веки мне вышли такие карты, говорящие о том, что у человека духовный рост, запрос души, рост развития. Может быть, благодаря вам тут какие-то у него сподвижки, что-то и меняется в сторону счастья, в сторону, может, принятия себя. Может быть, человек начинает, ну, задумываться о том, чтобы этот мир сделать лучше, не только для себя, но для кого-то еще. Ну, это так, общие фразы, конечно, какие-то. Но тут по Иерофанту человек может быть не свободен, хороший наставник, учитель. По Иерофанту, кстати, кармические партнеры могут проходить. Если это с вами связано, то это связь с вами, коммуникация с вами тоже, говорю, не прошла, ну, бесследно, да. Это, может быть, сподвигло человека, он задумался где-то о смысле жизни том же, о том же, о взаимодействии мужчины и женщины, вообще как будто бы, может быть, о понятии счастья, что для него является этим счастьем. Как будто бы тут у человека какой-то такой философский подход к жизни, по крайней мере сейчас, вот как-то так, что-то у этого человека интересно, нестандартно, девочки. Опять мудрость на него вышла. Это я по поводу этой ситуации какой-то, для меня было непонятно, что это за сети, что тут, как в песне, как в романсе. Кто был охотник, кто добыча, да, все, что там, дьявольски наоборот. Я к тому, что по поводу адвокатов, непонятно, кто тут охотник, кто добыча. По крайней мере, показана какая-то история такая,
Кто тут хотел кого подчинить, тоже непонятно. Какая-то мудрость, как задним числом приходит понимание каких-то, может быть, абсолютно простых истин. Какой-то вот, не знаю, девочки. С одной стороны, такое ощущение, как будто может, кто-то мог с открытой душой идти в отношениях, кто-то мог закрываться. Отношения могли быть качелеобразные, вот это вот какие-то вот ближе, дальше, холодно, горячо, манипуляции. Я не говорю, что он тут законченный какой-то там пикапер. Это могло происходить естественно, особенно если люди не свободны, то это, знаете, вполне возможно желание человека оставаться в семье, в своей какой-то стабильности, но при этом тяга к вам. И с вашей стороны то же самое могло быть. Да, порыв души. Тут чувство то ли долга, совести, да, это все может вот это наслаиваться, это вот эти качели и получаются, да, когда ты, тебя тянет к человеку, но ты понимаешь, да, он же не свободен, и ты же не свободна, да, то же самое. С его стороны то же самое. Но тут человек мог уходить в работу, там, в заработок, как будто бы сам ставить вот эти вот преграды, а потом сам искать эти ключики, как вам подобраться. Тут такая картинка интересная. Ну, вот это вот нежность. Нежность и желание все-таки, мне кажется, как будто вас воспринимать вот таким, как каким-то светлым лучиком в своей жизни. Хотя негатив там тоже был. Но это выбор человека, мне кажется, к вам так относиться. Так, давайте смотрим. О чем мы смотрим? Тайные и явные мысли этого человека. Да, узнали вы его, не узнали. Сейчас как будто бы мы его словили в тот момент, когда у него прям душа такая вот, порывы души, кстати, это колода называется. Если кому надо, заказывайте, авторская колода нашей этой студии Анна Сава, порывы души называется. Так вот, у этого человека тоже порывы души такие, не знаю, творить добро на всей земле. Так, его тайные и явные мысли о вас. Давайте начнем, наверное, с явных, да, потому что тайны оставим на закуску. Так, его, этого мужчины прекрасного, явные мысли о вас. Явные мысли этого мужчины о вас. Тайные мысли о вас. Да, там в сундучках у него спрятано. Так, хочу посмотреть его явные мысли о вас. Его тайные мысли о вас. Так, его явные мысли о вас. Его тайные мысли о вас. Ой, давайте возьмем эротическую. Давно уже не использовала. Как-то на тайные так тем более интересно, да? Так, я великий провокатор. Давайте посмотрим явные мысли о вас. Давайте посмотрим тайные мысли о вас. Так. И тут по чуть-чуть. Его, этого мужчины замечательного, явные мысли о вас. И тайные мысли о вас. Начинаем, продолжаем. Этого мужчины явные мысли о вас и тайные мысли о вас. Давайте. Давно не делала ничего такого. Так, про мужчину. Итак, его явные мысли о вас. Явные. Ух ты. Ой, хотя сказать, боюсь даже предположить, что ж там будет тайное, если тут такие явные мысли. Сейчас только уточню. Ну, смотрите, хорошо. Читаем сразу. Явные мысли о вас. Первое слово, слово прям в голове, солнышко. Может, вас назвал этим солнышком, да? Да что ж кот хочет от меня? Извините, девочки, кричит кот уже. Ну, что ты хочешь? Ну, не кричи, у меня расклад идет. Заходи.
Так, извините. Да, не мешай. Солнышко считает вас очень яркой, где-то большим ребенком, где-то, может быть, вот такой по-детски эгоистичной. Вот хочу и все. Тоже сюда может быть. Солнышко считает вас девушкой яркой, харизматичной, общительной, улыбчивой какой-то, такой солнечной, прям позитивной. Прям девушка-праздник, радость. Женщина, которая дарит всем свет, вот этот вот какую-то, может, поддержку, вот, озаряет этим светом окружающий мир и его жизнь в том числе, может быть, озаряла. Почему-то такой подтекст идет у меня дальше дерево. Может быть, женщина, для которой очень важно дом, семья, близкие, родные, вот как-то вот такая, в чем-то домашняя, можно сказать. Почему-то мне идут карты, я это не буду на него тут читать. Почему-то мне вот это вот все, вот это как-то вот это вот все, да, говорит о том, что он почему-то, явно эти мысли, он говорит, что сейчас этот свет вы дарите какому-то мужчине, рядом род, семья, может мужчине, с которым у вас там то ли общая семья, общие дети могут быть тоже, связи какие-то родственные. При этом этот мужчина является вашим защитником. Вот как будто бы вот это вот все солнце, вот эту всю радость, вот этот свет, который, может быть, когда-то часть этого света ему перепадала. Он говорит, а сейчас она дарит это все какому-то иному мужчине, другому мужчине, девочки. Вот явные мысли. При этом еще карты выходят, еще говорящие. Тут внутренний свет. Это характеризует вас, женщина. Вот такой, знаете, правда, женщина. И тут, смотрите, исцеление. Тут женщина-лекарь. Женщина, которая отдает свою энергию на благо, во благо другим людям. То есть не обязательно тут, мне не хочется тут говорить, там, что жертвенный тип какой-то там, ну, как минимум, женщина, которая обладает вот этим каким-то, вот этим же умением где-то прийти в нужную минуту, да, на помощь. Женщина, которая протянет эту руку помощи. Каким-то словом может одним, правда, согреть, вылечить. Вот этой своей энергетикой заряжаете. Вот этот внутренний свет, это опять добро. Ну, светлый человек. Вот как я вам по-другому хочу сказать. Вот благодаря этому свету, может быть, вы наполняете жизнь иных людей, даете им как поддержку, может быть, даже ориентир какой-то в жизни. Как-то так, тут так, такие мысли явные, классные. Но дальше, тут так интересно. Дальше у меня вышла карта, нулевая карта Шут-дурак в Манаре. Тут Мальвина на руках держит этого Пиноккио. И рядом карта из магической колоды, такая она, Вольт. Это значит, в Манаре вот эта карта, ее читают как манипуляции. Это карта вообще нового чего-то, да, но тут именно эта карта считается как манипулятор, искусственный манипулятор, который тут так голову заморочит, что бедный этот Пиноккио, это Мальвина в роли этой манипуляторши, не обязательно злостной, ну, как такое вот влияние очень сильное. И тут Вольт. Так вот, я специально уточнила. Так, я думала, это история о том, что мысли его явно о том, что это вы манипулировали, а он тут по карте Вольт, это сродни кукле Вуду, как будто бы стал как неуправляемый. Нет, девочки, а тут такое нет, как будто бы освобождение. Может быть, на вас лягла, я уточнила. А, девочки, тут наоборот история о том, что, скорее всего, он пытался вас как-то подчинить по этой кукле Вуду. Вот не зря все-таки какие-то такие моментики, вот что-то оно такое, знаете, как будто бы человек, там же в сигнификации были какие-то моменты на вас и на него. Непонятная какая-то такая борьба, кто кого хотел там подчинить, кто там, может, эти манипуляции, вот какие-то, вот что-то там такое было. И тут на него вышла карта книга. То есть мужчина вполне возможно увлекается, но не буду говорить, что вот эти вот там манипуляции, пикаперские курсы, но психологией увлекается человек, он понимает. Где-то он даже понимает или понимал, что он творит. Когда, может быть, применял какие-то техники. Опять-таки, если это элементарная техника, да, тут человек показывает, он рад вас видеть. Хотя я там списала на то, что если он там был, допустим, не свободен, да, или вы, то он как сам себя останавливал там. А тут книга, карта. То есть человек мог сознательно где-то ходить вам улыбаться, потом на следующий день, как это, знаете,
отдаляется и холодом вас обдает. Это как это эмоциональные качели. Это все вызывает привязанность. Вот тут мог так провоцировать вас, для того, чтобы вы показали свое отношение к нему, как-то проявились. При этом показано, что вы по карте освобождения, тут бабочка из кокона вылетает. По факту вы освободились от этого всего. Вы сейчас, это его мысли о том, что он пытался манипулировать, может, это даже у него успешно получалось. Но сейчас вы, как эта бабочка, улетели из этих сетей, из этого какого-то плена, из этого кокона. Все, красивая бабочка улетела. Опять-таки, тут карта самобичевания, она тоже такая говорящая, да? Это когда человек раскаивается в чем-то, в своем поведении, поступках своих каких-то, может быть, неправильно выбранной тактике. По поводу вас выпала черная кошка, по поводу него привязанность, руки связаны. Если вот в контексте этого вот так вот читать, то это история о том, что может быть, но он до конца вас не понял. Где-то он, может, подозревал, что вы тоже в отношении него где-то манипулировали или пытались им управлять. Тоже вы для него непонятно. Если еще узнает, что вы увлекаетесь эзотерикой, то тем более черная кошка может думать, ага, она на меня так влияет, странно, это точно она там что-то шаманит. Не знаю уж, что вы там, летучих мышей каких-то это к нему присылаете ночью. Не знаю, варите зелье какое-то. А у него ощущение, руки связаны, привязанность. Как будто бы, может, сам того не ведая, занимаясь вот этими какими-то тут практиками психологическими, человек на это тратит время, да, все-таки и мысли о вас. То есть сам мог типа подвлюбиться, да, заинтересоваться не на шутку, и как в плену этого оказался. Поэтому самобичевание, может быть, даже ощущение того, что где-то я переманипулировал, где-то я переусердствовал. Как-то так. Потому что результату, судя по всему, плачевный, судя по вот этим каким-то картам. Опять-таки, самобичевание, если рядом карта дерева, может быть, если эмоции к вам какие-то испытывает человек, это же мысли вообще о вас, да. Опять-таки, ощущение того, что вы сейчас максимально... Тут дерево, видите, это родовое. Тут дерево, карта. Это еще, история о том, что, может быть, он говорит, что для нас это для двоих болезненно как-то история закончилась. Потому что карта здоровья еще читается. Но тут еще может история о том, что каждый остался то ли в своей семье, то ли у него какие-то остались там. При этом на сердце тяжело. И мне кажется, он о вас тоже думает, мысли о вас, что и вам не очень хорошо вот этой всей истории, мягко говоря. Тут опять история о том, что ему кажется, что вы сейчас эту свою энергию какую-то, которую, может, в прошлом использовали, может быть, с ним как сближались, может, благодаря вот этой какой-то вашей даже энергетике вы это вкладывали в отношения с ним или интерес к нему, то у него как-то, может быть, все горело, ему хотелось что-то творить, вытворять, то сейчас как будто бы он говорит, а сейчас она все это направила или в себя, на свою, себя, свою семью. Тут что-то такое, как будто бы идет. И тут карта, смотрите, освобождение от страсти. Ему почему-то кажется, вот явные мысли, что... Сейчас я спрошу, что это вы освободились. Видите, тут роза расцветает, а сверху был хрустальный купол, колпак такой. И он разлетается на куски. Но в данном случае, в данном контексте освобождение от страсти. То есть, как мне это читается, что он думает, что в прошлом вы могли там, быть в него влюблены, назовем это так, страстно, как-то его хотеть, испытывать вот эту зависимость. А сейчас освободились от этого. Сейчас, девочки, для чистоты эксперимента доложу все-таки. Это, он считает, что это вы освободились от этой страсти, или это он освободился от этой страсти. Вы освободились. Он говорит, она в работу ушла, она работала над этим. Он нифига не освободился. Он говорит, у меня, это ваша карта вопрошающая. Он говорит, она у меня в голове сидит. И в сердце, в голове, еще где-то. Вот вы в его сердце, нифига он не освободился от этой страсти. А на вас ушла работа. То есть, или вы прикладывали усилия для того, чтобы разорвать даже какую-то эту психоэмоциональную эту связь. Может быть, даже делали какие-то там, не знаю, практики, да, для разрыва. Ладно, не будем в это углубляться. Может быть, ушли в работу, в какую-то, в новую работу, в новые бизнес-проекты какие-то, для того, чтобы забыться,
переключить внимание. Вот как-то такие у него мысли. Это явные мысли, девочки. Очень интересно, я же говорю, многогранно. Тут основной посыл, что сейчас вот этот внутренний свет, вот это солнышко светит ярко, но все не мне. И есть там кому светить. Как-то так. Так, я освободилась она от этой страсти. Так, теперь тайные мысли о вас. Угу. Тут солнце тоже вышло. Победите. Сейчас буду докладывать. Почему диссонанс? Сейчас, девочки, извините, не могу понять, что он тут мне говорит. Так, ладно, начнем. Тайные мысли о вас. Первая карта яркая, харизматичная, привлекательная, сексуальная, манкая. Женщина, на которую обращают внимание очень многие. И мужчины, и женщины на такую женщину обращают внимание. Опять-таки, вот спросила, почему-то вышла карта диссонанса. Видите, тут женская головка замечательная, стандартная, длиннющая шея. Мне эта история, знаете, о чем говорит? Вот как будто вот она читается. Она прекрасна, вообще тут на вас классные характеристики, и прекрасно человек осознает, что такая женщина, знаете, надолго не будет одна. Даже если будет одна, то будет исключительно ее выбор, потому что вы пользуетесь вниманием, на вас обращают это внимание. Тут и внешняя, и энергетика, тут как будто бы. Но вот эта карта почему-то мне говорит тайные мысли, что вот, повторюсь, почему-то он тут говорит, что мы как не пара. Вот не пара мы. Почему-то вот то ли и карта утраты. Карта утраты, потери, вот это вот, когда люди тут уже друг друга они как потеряли, но ментальная связь сохраняется. Как будто бы держатся люди друг за друга. Но это фантомы. Этих людей на самом деле как будто бы рядом нет. Ну, такое вот почему-то. И при этом ощущение, что отпустить очень тяжело, но есть понимание того, что не пара. Даже не могу понять, тут дальше вот эти карты, они какие-то такие странные. Вот это тайные мысли о вас. Почему-то мне идет такой, что человек как в работу уходит. Хотелось бы вообще как по святой воде забыться. Все вот это вот как-то историю. Не то, что там с нуля начать, а как вот святой водой смыть все это все. Почему, не знаю. Отторжение какое-то. Человек хотел бы... Я не понимаю, честно. Как будто бы так интересно. Тут он как сам отпихивает, говорит, нет, не надо это все. С головой в работу, все забыться. А тут дальше карта сила, а женщина то тянет. Тут привлекательная женщина, которая может, сильная женщина, приручить льва. Но опять-таки показывает, вот знаете, при наличии, я же говорю, тут высокая ваша оценка, внешняя, энергетика, красивая, яркая, интересная, манкая, будоражащая, как подарок для любого мужчины. И тут карта сила, на женщину это вообще характеристика суперовская. Но почему-то он говорит, а это все бесплодно, все равно это ни к чему не приведет. Видите, на картинке изображена женщина, которая ждет ребеночка, а тут вот животик этот начинает как трескаться, такая карта своеобразная, бесплодие написано. Не судьба этим отношениям статься, не судьба вот этой, к сожалению, этой женщине родить этого ребеночка. Как будто бы, ну не то, что весь мир против них, хотя, ну, против вас, да, но тут какие-то есть такие
Обстоятельства, ну, уж не знаю, как будто бы он говорит, потеря, не могу с ней быть, не судьба, не подходим то ли друг к другу. Ну, тут что-то такое, вот, диссонанс, вот тут не дано, не судьба. И тут вот карта сущность, бесплодие и сущность. Может быть, в данном случае, даже у кого-то может проиграться, редко такое говорю, магическое воздействие. У кого-то может быть. А у кого-то реально третьи лица настолько не хотели, чтобы вы были вместе. А у кого-то, в принципе, не суждено быть вместе, потому что хоть вам, может, и казалось, что это отношения вам даны для чего-то, ну, там, построение семьи, детки, рождения. А на самом деле вполне возможно, что у кого-то может проиграться, что вот для чего-то другого вам дано было встретиться. Может, какой-то урок пройти. Может быть, это ступенька для того, чтобы вы должны стать лучшей копией, версией, извините, лучшей версией самого себя, сподвигнуть вас к чему-то. Или у него, или у вас. Ну, это так уже. Так, смотрите дальше. Вот какие-то вот тайные мысли такие, что вот отпустить невозможно. Где-то на ментале вы присутствуете. Это же его мысли, да? Что вот как вот тут вот женщина, ее держит мужчина за эту шею, но не в том плане, что он ее душит, а в том плане, что и она его поддерживает. Что это фантом, этого человека уже нет. Как будто бы вот где-то вот, может, во снах вы приходите ему. Может, постоянно мысли как-то возвращаются к какой-то ситуации. Но при всем это карта утраты, потери, но невозможно отпустить. Но при этом есть ощущение того, что и отпустить невозможно, но четко понимает, что ничего не может быть. Ничего не может быть. Вот как-то так, не знаю, понимаете, как хотите. Может быть, вы поймете. Это тайные мысли. Дальше. Карта опять Солнца. Это у вас... Это у него... Нет, ну Солнце чисто ребенок еще. Может быть, невозможно, потому что у кого-то тайна, замок. Может, отношения были тайные. У кого-то, может быть, в семье детки, да. Ну, из-за наличия детей невозможно у кого-то, да. Может быть, вы хотели ребенка, тоже это невозможно. Как-то так замок, скрытая какая-то история, где присутствует почему-то ребенок, дети. И Солнце, это что же часто так вот? Солнце, сила. Ну, как-то так. Тут две карты еще вышли. Лев. Рожденный побеждать. Тайные мысли о вас. Это он, рожденный побеждать. Это да нет, вы тут вообще по карте отшельник, как будто бы вы не стремитесь что-то тут ему сейчас доказывать. Отшельник, может быть, как он вас воспринимает человеком, который, может, сознательно даже не ищет с ним, там, уже не знаю, встреч, сознательно где-то в уединении, человек, который, ну, это же мысли тайные о вас, то, что вы где-то дистанцируетесь, вы заняты своей жизнью, может быть, сознательно, как в отшельничестве, по отношению к нему. А у него какие-то мысли такие, как будто бы у него была цель, рожденный побеждать. Может, одержать победу. Может быть, если он такой типаж, знаете, герой-любовник, ну, не обязательно. У каждого мужчины, наверное, при виде красивой женщины, яркой, интересной, которая его будоражит. Особенно, если вы тут пользуетесь, ну, спросом, хотела сказать. Но на вас обращают внимание другие мужчины. То есть тут конкуренция какая-то могла быть. И тут, видите, рожденный побеждать, карта такая. Тут мужчина с прекрасным торсом и львиной этой башкой. И тут лев. Как будто бы вы в нем, когда вы были, допустим, вместе, или возникли вы в его поле-огороде, вы в нем вызвали такие какие-то эмоции, чувства. Знаете, это такой альфа-самец, я самый лучший. Ой, может быть, вы смотрели на него как-то так интересно, и вы пробуждали в нем вот это мужчину, вот эта самость. В общем, тут вот ему хотелось что-то тут творить, побеждать. Может быть на коне, вот таким каким-то. Но при этом опять идет вот дальше информация, вот Монара, эта карта, вот она так и читается. Отношения, порицаемые социумом, отношения, которые невозможны. Башня. Вот тут вот это конкретно про социум, про восприятие ваших отношений с социумом. Почему-то эти отношения невозможны. Вот тут потеря, это невозможность.
быть, строить эти союз, этот брак, как-то и тут отношения, которые, ну, невозможно. У кого-то карта княгиня, мужчина не свободен. И эта женщина, она имеет огромное влияние на него. Может быть, в браке давно, может быть, общий, ну, детки, понятно, общий бизнес, дело какое-то. Тут такое, мне вот рядом с этой картой, можете вы не свободны быть. Опять вот как-то такие какие-то, как, не то что противоречия, оно как бы все логично, да, если у человека брак длительный, а тут случилось, да, встретил такую какую-то красотку, где-то вы для него роковая красотка получаетесь. И тут желание по самоутверждаться, быть таким на коне, если тут длительный брак, ну, может быть, страсти какие-то подутихли, что там этой женщине уже доказывать, если она его знает вдоль и поперек, да. А тут вот как будто, ну, ладно, сами понимаете, что ж, все взрослые, сами понимаете. И тут карта вот все равно как будто бы, это все ясно и понятно, но тут к вам вот тайные мысли о том, что, ну, понятно, что хотелось к вам этот ключик подобрать, карта букет, хотелось, может быть, вот этой яркости жизни. Вас он воспринял как цветок распустившийся, вот как пиончик какой-то. Какой-то такой вот вперемешку, тут такие мысли эти, о том, что ключики к вам бы подобрать, чтобы вот это вот получить все от вас. Вот, ну, тут получить что, собственно, девочки? Это конфетно-букетный вот этот период, который, по большому счету, наверное, ни к чему дальше не ведет, а просто вот как котик сливки слезал, захотел чего-то такого красивого, нового, яркого, и вот свою жизнь вот разнообразить. Тут без пошлости, тут как есть, так вот, как оно таки показано. Это какие-то вот тайные его мысли. При этом показано расчет. Расчет о чем это? Видите, мужчина как будто бы монетки кому-то какие-то дает. Расчет, борьба и сад, социум. Это мне, знаете, о чем это? Как будто бы он, при всем при том, что тут человек, как, не то, что там он особо голову от вас, не буду говорить, что потерял, но увлекся вами, ну, тут рядом с вами он чувствовал себя этим альфа-самцом-победителем. Классные эмоции. Хотелось вот это с вами вот этого такого, что голова кружилась, и вас может закружить, там хотелось. Но при этом человек, тайные мысли, что жизнь-то продолжается. Если у него там стабильность в семье, какая ни есть, материальная тут стабильность, то он готов за эту стабильность и бороться и дальше, и в социуме, как будто бы, чтобы так оно и было, типа отстаивать это, уже какое-то место под солнцем у него есть там, то вот, будто бы он не готов с этим прощаться, распрощаться, вот так. Давайте посмотрим, расчет это о чем. Пик. Вот что не говорят, ну, говорят, ты тут не мечтай, тупик, как будто бы. На самом деле тут какая-то женщина-воительница, которая, вполне возможно, это княгиня, да, вот эта, которая у него там есть, если есть эта женщина, которая с мечом и которая четко отслеживает. И его там эгоистичные какие-то порывы где-то, как будто бы на страже стоит. Вот по карте Скоробей есть какие-то ценности, есть то, что она готова, ну, защищать, за что готова она бороться. Если что, она башку ему снесет. Тут типа поигрался в нежные чувства, да, во влюбленность, ну и все. А дальше не волнует никого. Сердце разбито, может, неожиданно для него, но жить надо дальше, карта мост. Вот как-то так, вот эти какие-то мысли такие, вот это тайные мысли. Тут вполне возможно, что если у него там стабильная половинка, еще есть какая-то женщина, с которой он более-менее там стабильно старался выстраивать эти отношения, то женщина его просто так не отпустит, несмотря на то, что у него там романтизм заиграл в каком-то месте, влюбленность. Тут, скорее всего, что вот тут еще такой может быть подтекст, что женщина привыкла к какому-то образу жизни определенному. Может быть, даже в этом союзе уже нет этой страсти, не буду говорить там про любовь, но женщина готова бороться за эту материалку. Ну, прям на языке крутится кормушка, но не буду, да, потому что я эту женщину не знаю, может, она сама тут очень много сил и энергии туда вкладывала в этот союз.
Но почему-то это показано, что в социуме даже нужно им эту картинку держать. Вот как ячейка общества, вот как для них это очень важно. Ну, отпускать она его явно не собирается, эта женщина. Влюбляться ты там влюбляйся. Ну, а вообще-то иди домой, и денежку домой неси. Так, вот как-то так это все мысли. Давайте еще вот это вот конкретно о чем это. Ну вот, капец. Ну, смотрите, говорят, типа, это была угроза башни. Это же разрушение в этой колоде, это разрушение. Это была угроза стабильности. По карте Земля это материальной стабильности, выстроенному чему-то уже стабильному. Как будто бы тучи сгущались. Вот-вот, это могло типа все разрушиться. Но по факту это не разрушилось. И он себя чувствует, как со связанными руками в темнице человек. Но он носит маску. Ну, скрывает все. Скрывает то, что там болит. Чего он хочет. Как будто бы, ну, смирился человек. И карта кольцо. Не свободен. У кого-то, ну, правда не свободен. А у кого-то он выбирает вот почему-то вот для него выгодно, значит, с этой женщиной находиться. Как-то так, мой хороший. Ну, сегодня такой расклад. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!